Кинули горсть сухого гороха в кормушку? Поздравляю, вы только что заложили бомбу замедленного действия в желудок своей несушки. Через 2 часа ее раздует, а яйца вы не увидите еще неделю. Но если приготовить его правильно, куры завалят вас яйцом даже в лютый мороз. Сегодня разберем, почему сырой горох – это смерть для зоба, в каком виде он заменяет дорогущий комбикорм и почему 90% птицеводов совершают фатальную ошибку при варке. А в середине ролика я дам рецепт гороховой болтушки, от которой куры несутся как сумасшедшие. Запомните правило номер 1. Сухой цельный горох курам нельзя. Он не переваривается, а просто гниет внутри. Если не хотите проблем, всегда делайте это правильно. Теперь давайте разберемся, что именно происходит внутри курицы, когда вы даете ей сухой горох. Без страшилок, просто факты, но они вас точно заставят пересмотреть привычки. У курицы нет зубов. Вообще. Все, что она заглатывает, попадает сначала в зоб. Это такой карман в пищеводе, где корм накапливается и размягчается. И вот здесь начинается проблема. Сухой горох – это, по сути, концентрированный запас крахмала и белка, заключенный в плотную оболочку. Как только он попадает в зоб и соприкасается с влагой, он начинает активно впитывать жидкость. И не чуть-чуть. Он увеличивается в объеме в 2-3 раза. Представьте, курица наелась гороха от души. Зоб заполнился сухими зернами, а дальше они начинают разбухать. Места внутри больше не становится. В итоге зоб буквально распирает изнутри. И вот тут начинается самое опасное. Первая стадия – замедление работы зоба. Корм не проходит дальше в желудок, потому что образуется плотная масса. Это уже называется закупорка зоба. Курица становится вялой, перестает есть, сидит нахохлившись. Вторая стадия – брожение. Горох внутри не переваривается нормально, он начинает гнить, выделяются газы, появляется неприятный запах из клюва. Зоб становится мягким, как мешок с тестом. И третья стадия, самая критичная. Давление изнутри увеличивается настолько, что зоб начинает давить на трахею. Курица буквально не может нормально дышать. Это уже риск асфиксии, удушья. И если не вмешаться, птица может погибнуть. Теперь важный момент – время переваривания. Нормальный, правильно подготовленный корм проходит через систему курицы за от 3 до 4 часов. Это быстро, эффективно, и птица получает энергию. А вот цельный сухой горох может задерживаться в зобе и желудке до 8-12 часов, а иногда и дольше. И это не плюс к сытости, как думают многие, это перегрузка системы. Организм курицы просто не рассчитан на такую тяжелую работу. Вместо того, чтобы давать энергию и белок, горох превращается в балласт. И вот тут самая распространенная ошибка птицеводов. Люди думают, но это же натуральный продукт, значит полезно. И сыпят горох прямо из мешка в кормушку. Особенно зимой, когда хочется подкормить птицу чем-то сытным. А по факту они создают идеальные условия для проблем с пищеварением. Запомните простую аналогию. Дать курице сухой горох – это все равно, что человеку съесть горсть сырой фасоли и запить минимальным количеством воды. Организм просто не справится нормально. И самое обидное – все эти риски абсолютно легко избежать. Потому что сам по себе горох – это не враг. Наоборот, это один из самых дешевых и мощных источников белка. Но только если его правильно подготовить. Главная ошибка при варке. Вот здесь кроется самая коварная ловушка, в которую попадают даже опытные птицеводы. Казалось бы, ну хорошо, сухой горох давать нельзя. Значит, что делают люди? Правильно, варят. Причем варят как себе. Закинули в кастрюлю, покипело минут от 30 до 40, размяк и в кормушку. И вот тут, внимание, ошибка номер 1. Да, горох стал мягким. Да, он уже не разбухнет в зобе. Но это не значит, что он стал полезным. Потому что внутри него остаются так называемые антипитательные вещества. Самые важные из них – ингибиторы трипсина. Объясняю просто. Трипсин – это фермент в организме курицы, который отвечает за переваривание белка.
То есть именно он разбирает белок на кирпичики, аминокислоты. А ингибиторы трипсина – это вещества, которые этот процесс блокируют. И что получается? Вы даете курице вроде бы белковый продукт – горох, в котором до 20-25% белка. Курица его ест, а усвоить не может. Белок проходит мимо кассы. В итоге корм съеден, зоб работает, энергия тратится, а пользы почти ноль. Более того, часть этого недопереваренного белка начинает бродить в кишечнике, а это снова проблемы. Вздутие, жидкий помет, падение аппетита. И самое неприятное – снижение яйценоскости, потому что белок – это основа яйца. Нет усвоенного белка, нет стабильной кладки. Теперь главный вопрос – как это исправить? Ответ – в правильной подготовке. И здесь есть один мощный лайфхак, который используют единицы, а должен использовать каждый. Замачивание. Не на час, не пока вспомнил, а минимум на от 10 до 12 часов. Берете сухой горох, заливаете водой в пропорции примерно 1 к 3 и добавляете обычную пищевую соду, примерно половину чайной ложки на литр воды. Что это дает? Первое. Сода разрушает часть антипитательных веществ, включая те самые ингибиторы трипсина, то есть вы заранее обезвреживаете проблему. Второе. Уходит фитиновая кислота. Это вещество, которое мешает освоению минералов – кальция, фосфора, цинка. Без обработки она буквально ворует полезные элементы из рациона. Третье. Вымываются соединения, вызывающие газообразование. Да-да, тот самый эффект вздутия, он есть не только у людей. После такого замачивания горох меняется даже визуально. Сравните. Сухой, твердый, гладкий, плотный, как камешек. Правильно подготовленный, набухший, мягкий, его можно раздавить пальцами. И вот теперь, после замачивания, его нужно уже варить. Но варка здесь не основа, а завершающий этап. После от 20 до 30 минут кипения вы получаете продукт, который легко переваривается, не нагружает зоб и, самое главное, отдает курице максимум белка. По факту вы превращаете дешевый горох в полноценную альтернативу комбикорму по белку, и разница ощущается очень быстро. Там, где куры раньше ковырялись в корме и не добирали по питанию, они начинают есть с аппетитом. Перо становится плотнее, птица активнее. Но главный показатель – яйца. Их становится больше, и они стабильнее даже в холод. И теперь вы понимаете, в чем была ошибка тех самых 90% птицеводов. Они не готовили горох неправильно, они просто не доводили его до состояния, в котором он действительно работает. Пропорции. Сколько граммов в один клюв? Вот мы и подошли к самому важному моменту. Потому что даже идеально приготовленный горох может сыграть против вас, если переборщить с количеством. Запомните простую мысль. Горох – это не основной корм, это добавка. Мощная, белковая, эффективная, но именно добавка. Почему нельзя кормить кур только горохом? Все дело в белке. В горохе его до 20-25%, и когда вы даете его слишком много, организм курицы получает перегруз по аминокислотам, а дальше включается биология. Излишки белка организм не может просто складировать, он начинает их перерабатывать. В процессе образуется мочевая кислота, и вот тут начинается нагрузка на почки. У кур почки – слабое место. Они не рассчитаны на постоянный избыток белка. Если переборщить, сначала вы ничего не заметите. Наоборот, птица активная, ест хорошо. Но через несколько дней или недель начинают появляться тревожные сигналы. Первый – это подагра. Да, у кур она тоже бывает. Суставы начинают воспаляться, птица хуже двигается, может прихрамывать. В тяжелых случаях белые отложения мочевой кислоты на лапах и внутри организма. Второй сигнал – расклев, и это уже реально опасно для всего стада. Избыток белка и аминокислот делает кур более возбужденными, агрессивными. Они начинают клевать друг друга, сначала перо, потом кожу. И если вовремя не остановить, это может перерасти в каннибализм. Теперь к конкретике. Сколько давать? Вот простое правило. Горох в рационе не должен превышать от 10 до 20% от общей массы корма. Давайте разложим по категориям.
Несушки. Оптимально от 10 до 15% гороха в мешанке. То есть, если вы делаете 1 кг корма, это примерно от 100 до 150 граммов подготовленного гороха. Бройлеры. Им нужно больше белка для роста, поэтому можно поднять до 15-20%. Это от 150 до 200 граммов на килограмм корма. Цыплята. А вот здесь осторожно. Их пищеварение еще слабое, не больше от 5 до 10%. То есть от 50 до 100 граммов на килограмм. И обязательно хорошо разваренный, почти в кашу. И еще один важный момент. Не давайте горох каждый день в больших дозах. Лучше чередовать. Сегодня мешанка с горохом, завтра зерновая смесь, потом снова белковая добавка. Так вы не перегрузите организм и получите стабильный результат. Теперь представьте две ситуации. Первая. Вы насыпали курам миску чистого гороха. Пусть наедятся. Они выберут самое вкусное, переедят белка, и через неделю начнутся проблемы. Вторая. Вы грамотно добавили от 10 до 15% в мешанку, сбалансировали рацион, и птица получает ровно столько, сколько нужно. Разница колоссальная. В первом случае риск болезней и падения яйценоскости, во втором – стабильная кладка, крепкое здоровье и экономия на корме. И вот это и есть главный принцип – не максимум, а баланс. Потому что даже самый полезный продукт становится вредным, если не знать меры. А теперь давайте разберемся, как выжать из гороха максимум, не только по пользе, но и по деньгам. Потому что здесь кроется еще один скрытый резерв, о котором многие даже не думают. У вас есть два основных варианта – использовать вареный горох или делать гороховую муку. Начнем с экономики. Цельный сухой горох – один из самых дешевых источников растительного белка. Но как только он превращается в готовую муку в магазине, цена может вырасти от 1,5 до 2 раз. Почему? Потому что вы платите за переработку. А теперь внимание, сделать гороховую муку самому проще, чем кажется. Берете сухой горох, предварительно подсушенный, и перемалываете его. Подойдет обычная зернодробилка, мощный блендер или даже старая кофемолка. На выходе мелкая фракция, почти как мука. И вот здесь начинается магия. Гороховая мука усваивается быстрее, чем цельный или даже вареный горох. Почему? Потому что вы уже разрушили структуру зерна. Организму курицы не нужно тратить силы на разборку. Все доступно сразу. Но есть нюанс. Если вы просто смололи сухой горох и дали его птице, вы снова получаете те самые антипитательные вещества, о которых говорили раньше. Поэтому идеальный вариант – комбинировать. Либо делать муку из предварительно обработанного гороха, либо использовать ее в составе мешанок. Теперь сравнение. Вареный горох – это безопасно для зоба, мягко для пищеварения, но требует времени на приготовление. Гороховая мука – это быстро, удобно хранить, легко дозировать, но требует правильного введения в рацион. А теперь самый интересный уровень – ферментация. Вот это уже не просто корм, это настоящий суперфуд для кур. Суть простая. Вы запускаете процесс брожения, и обычный горох превращается в легко усвояемый, насыщенный пробиотиками продукт. Как это сделать? Берете либо гороховую муку, либо размятый вареный горох. Добавляете теплую воду до состояния густой каши и оставляете в теплом месте на от 24 до 36 часов. Можно добавить ложку сыворотки или немного старой закваски, чтобы ускорить процесс. Что происходит дальше? Начинается брожение. Появляются мелкие пузырьки, масса становится рыхлой, чуть поднимается, запах кисловатый, но не гнилостный, текстура, как у живого теста. И вот это золотой стандарт. В процессе ферментации разрушаются остатки антипитательных веществ, белок становится еще более доступным, появляются полезные бактерии, пробиотики, а пробиотики – это здоровье кишечника. А здоровый кишечник – это лучшее усвоение корма, сильный иммунитет и стабильная яйценоскость.
По факту вы из дешевого гороха делаете корм уровня дорогих премиксов, и куры это чувствуют сразу. Они едят такую мешанку гораздо охотнее, не копаются, не разбрасывают, съедают до конца. А дальше все по цепочке. Лучшее пищеварение, больше энергии, больше яиц. И теперь представьте разницу. Просто вареный горох – это нормально. Гороховая мука – это эффективно. А ферментированный горох – это уже уровень, где корм начинает работать на вас. И самое приятное, все это можно сделать своими руками, без дорогих добавок. Рецепт золотой мешанки. Ну что, теперь собираем все в одну рабочую систему. Без теории, чистая практика. Тот самый рецепт, который можно взять и применить уже сегодня. Запоминайте или записывайте. Основа – правильно подготовленный горох. Либо вареный после замачивания, либо ферментированный, как мы разбирали раньше. Дальше пропорции на 1 кг готовой мешанки. 150 граммов подготовленного гороха, от 500 до 600 граммов дробленого зерна, пшеница, ячмень, кукуруза, смесь. От 200 до 250 граммов влажной основы, вода, сыворотка или бульон. От 20 до 30 граммов мела или ракушечника, от 5 до 10 мл рыбьего жира. Теперь разберем, зачем каждый компонент. Горох – это белок, основа яйца. Без него не будет стабильной кладки. Дробленка – это энергия. Углеводы, которые дают курице силы не просто жить, а нестись каждый день. Мел или ракушечник – это кальций. Скорлупа яйца – это почти чистый кальций. Если его не хватает, яйца становятся тонкими, а потом кладка вообще падает. Рыбий жир – вот это недооцененный ингредиент. Это витамины А и Д, особенно зимой, когда нет солнца. Он напрямую влияет на усвоение кальция и общее состояние птицы. Теперь сам процесс. Берете теплый вареный или ферментированный горох, разминаете его до состояния густой массы. Добавляете дробленку, перемешиваете. Потом вводите жидкость, постепенно, чтобы получилась влажная, но не жидкая смесь. Она должна рассыпаться, а не течь. Далее мел и рыбий жир. Все тщательно перемешали и готово. Идеальная консистенция, как влажная рассыпчатая каша. Если сжали в руке, держит форму, но легко рассыпается. Теперь важный момент. Как давать? Лучше всего утром, на голодный зоб. И порция должна съедаться за от 30 до 40 минут. Остатки убираем, не даем закисать. А теперь главный вопрос. Когда будет результат? Если все сделано правильно, первые изменения вы увидите уже через от 5 до 7 дней. Куры становятся активнее, лучше едят, перо выглядит плотнее и чище. Но основной эффект по яйцу приходит через от 10 до 14 дней. И вот здесь начинается самое интересное. Там, где было, например, 5 яиц в день, становится 7-8, иногда больше, особенно если до этого был явный дефицит белка. Плюс яйца становятся стабильнее, без резких провалов, особенно в холод или стресс. И это логично, вы просто дали организму все, что ему нужно. Белок для формирования яйца, энергию для жизни, кальций для скорлупы, витамины для усвоения. Без перекосов, без перегрузки. И в этом весь смысл. Не искать волшебную добавку, а собрать грамотный, сбалансированный рацион из простых вещей. И теперь давайте честно. Можно продолжать кормить кур одной пшеницей и удивляться, почему они плохо несутся. А можно потратить немного времени, разобраться и получить результат, который реально виден каждый день в гнезде. Выбор, как всегда, за вами. Подпишись, если не хочешь кормить кур одной пустой пшеницей.